Все в сборе. Лаки. Сейчас я посмотрю, когда я показываю эти пеньки. Ричи. И Юлечка. Ждем Лену. Добрый день, друзья! Еще одна орхидея ищет новую хозяйку. Вот так расцвела орхидея номер 2. И как обещала, отдаю эту орхидею в добрые, надежные руки. В конце расскажу условия получения этой орхидеи, но хочу вам показать еще сегодня 3 орхидеи, за которыми мы с вами наблюдали. Одна орхидея подкидыш, и мы видим цветение этой орхидеи. Это белый биглип, но, видимо, цветение летнее. И на, по-моему, вот этой губе присутствует немного розового оттенка. Видимо, в зимнем цветении будет губа с каким-то более розовым насыщенным цветом. Но летнее цветение, как всегда, бывает не такое яркое, как зимнее. Но все-таки это биглип. Конечно, меня это очень радует. Вот такая орхидея остается в моей коллекции. А всю историю этой орхидеи вы можете посмотреть в плейлисте. Ссылки на плейлист я оставляю в правом углу и под видео. И еще 2 орхидеи, за которыми мы не так часто наблюдали, но все-таки они были показаны. Одна из них, я не знаю название этой орхидеи, вот такая детка, и расцвела всего одним цветком. А вторая — это бабочка, я называю ее каменная роза. Эти 2 орхидеи, их мамы, погибали. И у них осталось по одному листу. Здесь даже видно еще и пеньки от этих старых орхидей. И здесь. Мамы орхидеи погибли, но дали детки. Эти 2 орхидеи я вам показывала в мае. У них было по одному листу. Мы убрали и удалили эти листья только по одной причине. Начали расти цветоносы. Ричи, Ричи, Ричуля, ты мешаешь. Веди себя, пожалуйста, тихо. Как Юля, например. Цветоносы росли и распустились. Но вот эта орхидея, бабочка, конечно, я знала, как она будет цвести. И когда погибала мама, мне настолько было невероятно ее жалко, потому что такая красивая орхидея. Я всего видела 1 раз в продаже, но в группах, не в продажах в магазине такой цветок. И я так обрадовалась, когда она пустила маленькую детку. И вот эта детка доросла до взрослого растения. Действительно, у нее не так много листьев, всего 4, а начиналось это вот с такого крошечного листика. И она выпускает... Юля, да что ж сегодня такое, все мешают? Юля, уходи. Уйди, пожалуйста. Юляш, уйди. Ну, я знаю, что ты настырный кот.
очень настырный. Но, пожалуйста, не мешай. Ляжь там и лежи. Нельзя нюхать цветы. Все, ложись. Ложись, будь умницей. Приходится повторяться. Начиналось все вот с такого маленького листа. И теперь листья дорастают примерно до размера маминых листов. Но и цветет она, посмотрите, она сразу выпустила цветонос, как у взрослого растения. Она настолько красива, настолько бархатна, настолько темного оттенка, но красавица. Просто красавица. Люблю очень такую бабочку. А эту орхидею отдавала мне моя подруга. Орхидея была в очень плачевном состоянии, и восстанавливала я ее примерно 3 года. Сначала она росла, потом на нее напал клещ, потом она начала сбрасывать цветы, не хотела растить корни. И в конечном итоге точка роста стала мягкая, и она потеряла точку роста. От нее тоже остался всего 1 лист, но очень быстро появилась детка, и детка начала расти значительно быстрее, чем росла мама, и активней. Сразу появился цветонос. И вот это первое ее цветение, которое я вообще вижу на этой орхидее. А подружка потеряла фотографию, где были какие-то цветочки. И она тоже не помнила, как она цвела. И посмотрите, какая красота получилась. Но тоже это летнее цветение. Зимнее может быть совершенно другое, более яркое, более насыщенное. Посмотрю, какое цветение будет зимой. Не знаю, попросит ли у меня эту орхидею назад моя подруга. Но когда-то мы с ней договаривались очень давно, что я восстановлю и верну ее. Но у нее за это время не появилось ни одной орхидеи. Может быть, она и не решится на воспитание этой маленькой новой орхидеи. И давайте вернемся к подарку. И к той орхидее, которая ищет своего нового хозяина. Ссылку на плейлист, в котором я рассказывала об этих 5 орхидеях. Восстановление шло с ноября прошлого года. Я оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. А сейчас посмотрите, из 5 орхидей, которые я изначально выбирала как оценки, получилось, пока 4 мы видим цветения, 4 великолепных орхидей. Ни одной из них не было чисто белой. И даже если присмотреться к этой орхидее, посмотрите, какие полоски на белом фоне. Вы можете забрать орхидею в течение 2 дней после выхода видео. У меня из дома, город Ростов-на-Дону, микрорайон Западный. Под этим видео успеть первым оставить комментарий о своем желании забрать эту орхидею. Жду ваших комментариев и жду встречи с новой хозяйкой или хозяином этой чудесной орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.